Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Украина наращивает удары по нефтяной инфраструктуре России. НПЗ Роснефти в Туапсе в огне. Также выведен из строя и нефтеналивной порт. Усть-Луга и Приморск уже неоднократно подвергались ударам. Но объемы экспорта будто восстанавливаются сами собой. Насколько болезненны эти удары и как сказываются на экспорте? Давайте по порядку. Если о горячем, несколько подряд ударов по Туапсе, там действительно комплекс, нефтеперерабатывающий завод и порт предназначены для экспорта нефтепродуктов. Еще раз, то и другое собственность Роснефти, переработка и поставка не только на внутренний российский рынок нефтепродуктов, но и на экспорт. Понятно, что сейчас ее не шло, запрещен у нас вывоз светлых нефтепродуктов, по-моему, по мазутам разрешение есть, но нам то количество мазута, которое производят наши нефтеперерабатывающие заводы, в таком объеме, в общем-то, и не требуется, так что если удается экспортировать, ничего страшного в этом для нас нет. Завод средней мощности, 12 миллионов тонн, то есть миллион тонн в месяц перерабатывает. Для нашего внутреннего рынка это не самый большой удар, но, тем не менее, это крайне неприятно. И то, что мы наблюдаем, к сожалению, и действительно может стать причиной экологической катастрофы, разлив нефтепродуктов из поврежденных резервуаров, я думаю, что сотрудники МЧС – это только начало работы. Дальше у меня такое впечатление, что должен как минимум появиться Ростехнадзор с тем, чтобы проверить, соблюдаются ли все условия для хранения. Я имею в виду, что все крупные емкости, как с нефтью, так и с нефтепродуктами, должны быть надежно обвалованы. Причина ровно та же. Если происходит течь из этой емкости, она не должна нанести вред никому, кроме той площадки, которая должна быть заранее подготовлена. Это не только обвалованная площадка, она должна быть тщательно забетонирована, чтобы в грунт ничего не уходило. По максимуму это, опять же, не так давно видели в Норильске, что бывает, когда разливается дизельное топливо. Ничего хорошего в этом нет. Если кто не верит, можете написать письмо господину Потанину, который заплатил в долларах миллиардный штраф. Он вам все объяснит. Нужна обваловка или не нужна. Вот мне бы очень хотелось, чтобы и на остальных наших нефтеперерабатывающих заводах, на наших нефтебазах это было самым тщательным образом проверено. Потому что в преддверии сезона отпусков курортный город – это вот такая серьезнейшая проблема, как ее удастся решить. Будем наблюдать практически сейчас все в режиме онлайн. Жителям Туапсе только здоровье и надежда на то, что сотрудники МЧС отработают штатно, удастся решить все эти проблемы. Очень обидно, но что касается нашего внутреннего рынка нефтепродуктов, что касается наших объемов экспорта, не самый большой удар, но очень неприятный. Понятно, что уже принят закон, разрешающий частным охранным предприятиям, работающим на нефтеобъектах, использовать новые виды вооружения, которых у них раньше не было. Но, может быть, если бы этот закон был принят на пару лет раньше, нефтяники бы уже успели отреагировать. Он только прошел все законодательные процедуры, с какой скоростью кому что удастся сделать, остается только наблюдать. К сожалению, вот так. Что касается Усть-Луги и Приморска, наших нефтеналивных портов на Балтийском море, здесь, на мой взгляд, это моя гипотеза, я не пытаюсь кого-то убедить, что это на 100% верно, но здесь нам на помощь приходят американские нефтяные компании, европейские нефтяные компании, за что им, конечно, отдельное спасибо, даже если они вслух это не скажут. Я имею в виду прозвучавшее для многих из нас неожиданно сообщение от Александра Новака, вице-премьера, который отвечает за развитие топливно-энергетического комплекса России, что с 1 мая будет прекращена поставка казахстанской нефти на украденный у Роснефти завод в Германии, завод в городе Шведте. И очень аккуратная формулировка будет перенаправлена на другие маршруты. Я, если честно, ожидал каких-то напряженных комментариев со стороны самого Казахстана, как республики, Министерства энергетики или, предположим, государственной компании «Казмунайгаз», которая отвечает за добычу и распределение как нефти, так и газа. Но тишина полная.
Ну и на всякий случай напоминаю, что порядка, наверное, 80% добываемой на территории Казахстана нефти добывается на основании соглашения о разделе продукции. Это 3 крупнейших месторождения, в том числе гигантский Тенгиз. Во всех 3 случаях работают компании-операторы. Во всех 3 случаях это совместные предприятия с достаточно интересным разделением акционерного капитала. Месторождение Тенгиз. Компания «Шеврон». 50% акций. Компания-оператор месторождения Тенгиз. Тенгиз «Шеврон». Ну и слово «Ойл», конечно, можно добавить по вкусу. Еще 25% акций ExxonMobil. Государственная компания «Казмунайгаз» 20% акций. Карачаганак 29,25, я не знаю, кто им там такие доли придумал. У компании Shell такая же доля 29,25 у компании ИНИ, это Италия. 18% у Шеврона, государственная компания Казмунайгаз 10%. Месторождение Кашаган, итальянская ИНИ 16,8%, Shell 16,8%, Total Energy 16,8%, CNPC, China National Petroleum Corporation 8,3%, государственная компания «Казмунайгаз» 16,88%. И ни от кого из них мы гневных комментариев не услышали. Поверить, что все, что требовалось для перенаправления на некие новые направления, это договор, изменение договора, какие-то дополнения к договору между компаниями «Транснефть» и «Казмунайгаз», не получается. Ни в одном из крупнейших месторождений Казахстана у Казахстана контрольного пакета нет. Так сложилось, я не собираюсь обсуждать, по каким причинам. Мы из ситуации с соглашениями о разделе продукции в России вывернулись, Казахстан пока не сумел. То и другое. У нас такая же проблема возникла в 90-е годы, мы из нее выскользнули, Казахстан не смог. Значит, для того, чтобы перенаправить куда бы то ни было вот эту нефть, которая добывается на территории Казахстана, нужно было договариваться не с Казахстаном. Компании молчат. Смотрим на географию магистральных нефтепроводов компании «Транснефть» от Каспийского моря и налево. Если кто-нибудь карту перед собой видит, то вы обнаруживаете, что направить на восток не получится. Все, что можно, это направить на запад. То есть те самые Усть-Лугу и Приморск. Почему это выгодно европейским и американским компаниям в данной ситуации, вот, которая сейчас сложилась в связи с использованием Дональдом Трампом формулы Льва Давыдовича Троцкого «ни войны, ни мира, а Армуз перекрыть», я надеюсь, объяснять не надо. Спрос крайне высок, цены крайне высоки. Да, немецкое правительство, которое управляет заводом в Швеции, это хорошо, но возможность отправлять танкеры туда, где предложат более выгодные условия, еще лучше. То есть европейские и американские компании, которые согласились вот с таким решением, которое озвучил Александр Новак, я думаю, что это не случайность, это не какая-то минутная слабость или что-то еще, это аккуратно подготовленная возможность. Если вы заметили, то был достаточно жесткий тон заявления Министерства иностранных дел России в отношении Латвии, Литвы, Эстонии через воздушное пространство, в которых летели киевские БПЛА. И, как ни странно, с требованиями прибалтийских государств согласились. Да, я понимаю, что демарш со стороны России – это уже не очень хорошо, не прибавляет настроения, но если такая же просьба о том, что воздушное пространство должно быть закрыто для пролета всевозможных неопознанных летающих обломков, раздалась со стороны компании «Шеврон», может быть, совместный результат мы и увидели. Выигрывает на этом что-то Россия? Да. Да, потому что теперь за безопасность услуги и Приморска беспокоимся не только мы, но и компании, которые добывают нефть на территории Казахстана. Хорошие компании, добрые. Выиграли что-то на этом Казахстан? Ну, если компании, добывающие нефть, сумеют продать ее подороже, соответственно, долевое участие Казмунайгаза принесет больше результат либо Казмунайгазу, либо государственному бюджету Казахстана. То и другое для Казахстана совершенно не вредно. Кто еще выиграл? Разумеется, выиграла Германия.
Их путь к зеленой экономике стал короче, стал более гладким. Не надо никому ничего объяснять. Нет нефти, нет нефтепродуктов, сели на велосипеды и поехали. А если серьезно, то Германия, разумеется, не выпадает из игры. Если она предложит компаниям, добывающим нефть на территории Казахстана, приличные условия, так, конечно же, продадут. Все абсолютно демократично, и рыночный рынок порешает. Что касается нефтеперерабатывающего завода в Швеции. Его строили для Германской Демократической Республики в непосредственной близости от трассы магистрального нефтепровода «Дружба». Обеспечивался он нефтью марки «Юрлс». Так он и работал. Контрольный пакет принадлежал компании «Роснефть», Германия его украла. Традиционное совершенно отношение, если есть возможность ограбить, надо грабить. Больше того, государство, правительство Германии взяло на себя управление заводом. Первое, что оно сделало, отказалось от поставок российской нефти. Хотя в том пакете санкций, так называемых, в отношении российских углеводородов, которые по нефти была, был запрет на морские поставки. Трубопроводные могли продолжаться, Германия отказалась самостоятельно. Почему? Ну, потому что ей нужна зеленая экономика, а не какая-то грязная нефтяная. Завод имел страховку. Неподалеку находится порт Росток, откуда можно было осуществлять перевалку. Допустим, не хватало объемов нефти или еще что-то, была такая возможность. Порт Росток небольшой, он именно страховочный. 13 миллионов тонн, которые способен перерабатывать завод в Швеции в течение года, оттуда поставить невозможно. Тем более, что его нефтеналивные возможности расписаны в долгосрочные контракты, ничего не сделаешь. Легко решает такую проблему нефтеналивной порт Гданьск, один из крупнейших в Европе, годовой объем перевалки до 36 миллионов тонн. Отдельный магистральный нефтепровод до Швеции имеется. Собственность государственного концерна «Орден», Польская республика. Один из крупнейших владельцев нефтеперерабатывающих заводов. Свои заводы не только в Польше, но и в Литве, и в Чехии. Ничего не обещал. Германцы были уверены, что нефть будет поступать бесперебойно. С того момента, как Германии удалось отказаться от нехорошей российской нефти, у них все хорошо. Время от времени проходит планово-предупредительные ремонты нефтепровода, который соединяет Гданьск и Швец. Время от времени приходится модернизировать насосные станции, время от времени надо ремонтировать. В общем, все надо ремонтировать, поэтому нефти пока нет. Или есть, но в небольших объемах, или нет. По-разному бывает. Причина кроется не в многовековой дружбе Польши и Германии, знаменитой, известной, вот эти дружеские отношения, хождение друг к другу в гости. Здесь ничего личного, кроме бизнеса. Акции завода, которые работают на 20-30% мощности, стоят значительно дешевле, чем акции завода, которые работают на полную производственную мощность. Законы Германии таковы, что украденный завод должен быть приватизирован. Тем более, что на акции завода в Швеции распространяются санкции, введенные в октябре прошлого года со стороны Соединенных Штатов. Срок отведен, приватизировать надо. Разумеется, Орден не будет иметь ничего против, чтобы прикупить дешевенькие акции. Как сделать акции дешевенькими? Надо тщательно отремонтировать причал, насосную станцию, линейную часть трубопровода и так далее. Из очевидно, так скажем, понесших экономический урон объединение «Белнефтехим», государственный концерн Белоруссии, они получали деньги за транзит по территории Белоруссии, но я думаю, что как раз с нашей второй составляющей союзного государства мы как-нибудь эти вопросы решим. У нас есть множество вариантов, как им компенсировать такие потери. На мой взгляд, это тот режим, когда волки сыты, овцы целы, пострадавших особо нет. И я надеюсь, что руководство Транснефти, лично Александр Новак, конечно, получит вознаграждение от Германии за помощь в осуществлении зеленой революции.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать нашему проекту, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо. До новых встреч. Еще раз подчеркиваю, что изложенная версия о событиях в Усть-Луге и вокруг казахстанской нефти для Германии, версия моя личная, ни на чем не настаиваю, но мне кажется, достаточно логично. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.